Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Сегодня мы погадаем на замечательную тему. С кем вы останетесь? Бывший, нынешний или новый? У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Итак, как вы помните, да, у нас с вами карты вот такие здесь интересные. И вот я беру 3 женских сигнификатора, видите, чтобы вы могли ориентироваться, да. Вот какую дамочку вы себе выберете. И на каждую позицию будем отдельно гадать. Бывший, значит, нынешний или новый, с кем вы останетесь. И вот смотрите, нам надо с вами обозначить будет для каждой из вас, да, кто у вас бывший, кто нынешний, кто новый. Вот, мы с вами это все просмотрим обязательно. Поэтому вот выбирайте, значит, наши камушки. Это анкалит, это у нас флюорит, а это у нас голубой агат. Вот выбирайте один из камушков или одну из позиций, одну из девчонок. Да? И сейчас мы с вами вот будем к дамочкам выбирать, с кем же вы останетесь. Да? То ли у вас будет бывший возвращаться в жизнь, то ли, значит, нынешний, который на пороге или который уже есть в вашей жизни. И, значит, новый, совсем кого вы не знаете, да? Нынешний — это не обязательно с кем вы сейчас в отношениях. Нынешний — это тот, который, по сути, вам знаком сейчас. То есть это не обязательно, что вы уже с ним в связи там находитесь, да? Бывший — это с кем у вас были отношения, это понятно. Может быть, один из бывших, но вы можете кого-то загадать. Также, значит, смотрите, нынешний – это человек вам знакомый, не обязательно, что в отношениях, но можете, если вы сейчас в отношениях, вы загадываете кого-то, с кем вы в отношениях, да? И если вы не в отношениях, вы никого не загадываете, но вы с человеком знакомы, мы будем это знать. А новый – это тот, кого вы вообще никогда еще не видели, не знаете, не знакомы, не познакомились, да? Надеюсь, это понятно. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. А потом переходите на свой тайм-код. Я начинаю с самой первой позиции. Остальных дамочек убираю пока в сторону. И вот мы с вами сейчас, смотрите, мы сейчас этих товарищей загадаем, да? Вот вы должны, значит, загадать. Вот есть, значит, вы себя вот так обозначили, да, вот такой девушкой. Главная героиня – это вы. Вот. Дальше, значит, вы выбираете, кто из них у вас, значит, бывший, кто, значит, нынешний, это с кем вы не обязательно в отношениях, но знакомы, да, и кто у вас новый, ну, тот, кого вы вообще никогда не видели, вообще никогда. Не познакомились вы с этим человеком. Вот, может быть, вы с ним в итоге останетесь. Давайте смотреть. Я надеюсь, что вы выбрали и загадали, кто у вас кто. И для каждого это будет по-своему. То есть вы на этих мужчин распределяете, да, свои роли. И, естественно, так будет понятнее для вас, с кем же вы из них останетесь. И мужчины повернуты сейчас лицом, но могут выпадать их роли, которые повернуты к вам спиной. Это тоже важно, Хорошо, теперь мы берем нашу колоду, да, и начинаем все это дело замешивать тщательно. Замешиваем очень тщательно. Вот важно, чтобы мы карты хорошо сейчас перемешали, и чтобы эти все люди и вы, да, размешались в этой колоде. И будем смотреть, с кем у вас что выпадет, и с кем вы выпадете. Это вот такой интересный расклад, очень необычный вариант расклада на Кипр. Необычный. И как раз вот автор Олеся Веселова, вот это «Городские легенды Кипр», я обзор делала на школе Таро Альвиен. Вот она придумала, да, вот это то, что кто-то лицом повернут
а кто-то спиной выходит, да? То есть она в две стороны сделала, в две стороны, вернее, сделала каждую карту, вот, сигнификатор. Все, хорошо, размешали. Теперь давайте выкладывать по 3, да, по 3. Мы будем каждого персонажа этого искать. Будем искать, и вы поймете, с кем же вы останетесь, да, в будущем. То ли у вас бывший останется с вами, то ли тот, который сейчас с вами знаком, то ли новый, совсем новый. Вот мы здесь, смотрите, увидели, значит, вот этого товарища. Вы загадывали сами, кто есть кто, правда? Вы сами загадывали. И мы этих товарищей сейчас будем отдельно откладывать с вами. Вот, еще, значит, видите? Еще. А теперь дальше. Вот, значит, это у нас вы. Это... Так, а вы у нас в другую сторону смотрели, да? Нет, это не вы. Вы у нас туда смотрели, точно. Вот видите, я чуть не... Вот, вы у нас, да? Вы. Все тут. Так. И, ну все роли уже выпали, поэтому мы с вами тут все вытащили. Все, теперь мы, значит, рассматриваем наши карты, вот, которые мы уже вытащили, да? Все 3 этих человека и вы. Все это выпало. Вот смотрите, мы с вами смотрим первая связь. Вот этот человек, которого вы здесь загадали, он может для вас быть хоть кто, хоть бывший, хоть нынешний, хоть новый, но вы загадывали заранее. Он, смотрите, идет с большой удачей и идет со встречей. Поэтому, конечно, у него с вами строить отношения есть очень много шансов, согласитесь, очень много. Обе карты у него хорошие, правда? Дальше, значит, мы здесь видим долгий путь, ожидания и главный герой. То есть вот это, на него вы тоже загадывали, правильно? Загадывали кого-то из них. И этот человек навсегда уедет. Уедет, и хоть вы его будете ждать, но он не вернется. Этот человек уходит из вашей жизни, к сожалению. Этот человек будет жить на расстоянии от вас в будущем. Поэтому с ним вам, к сожалению, не судьба. Не судьба. И вот смотрите, 3-й, да, у вас выпал. Он выпал с вами, но между вами гроб. Карта прощания, поэтому с ним вы тоже расстаетесь. И вот данный человек, которого вы загадали вот здесь, да, именно данный человек, вот с ним вам судьба быть в отношениях. Именно с ним судьба, но вот с этим, скорее всего, кто-то, да, кого вы здесь загадали, с ним больно расставаться. Именно больно. Вот знаете, вот этот вы его как бы подождали, не вернулся, да, а этот больно расставаться. Именно больно. Поэтому вам придется пройти через этот этап, когда человек вот как-то так уходит, да, что вы не хотели его отпустить, но судьба так сыграла вот эту роль в вашей жизни, да, между вами, что вам не по судьбе остаться вместе, а именно попрощаться. И вот поэтому вы с ним выпали здесь, именно с ним, потому что это для вас сыграет большую роль. Но останетесь вы в итоге вот до конца уже с вот этим человеком. Вы будете с ним в долгих, серьезных отношениях. Он принесет вам много удач, большого счастья, да, долгих лет, счастливых моментов, романтики много принесет, ухаживаний, денег, да, вот он богатый будет человек, скорее всего, и благородный, и богатый. И, соответственно, вот на него в жизни можно сделать ставку. Ну, такой первый ответ у нас с вами. Такой первый ответ. Хорошо, давайте, значит, следующий расклад делаем. Следующий расклад. Надеюсь, что вам понравилось. Идем дальше, значит. Флюорит. Флюорит. И первая карта. Это вы у нас, да, богатая девушка, это вы. И вам нужно загадать, вот у нас тут есть персонажи, видите? Благородный мужчина, богатый мужчина и главный герой. И вы загадываете по-своему, да, по-своему. Вот, вам нужно прям расписать, может, на бумажке, распределить роли. Кто-то должен быть из вашего прошлого, из этих человек, да, кто-то из прошлого, ну, с кем вы как подозреваете, что могли бы остаться в будущем. Также кто-то, кто сейчас знаком с вами или с вами в отношениях находится на сегодняшний день. И тот, кого вы совершенно еще не знаете, вы не познакомились с этим человеком.
совершенно еще не знакомы, не видели его никогда. Вот одного из них обязательно нужно такого загадать. То есть вот просто 3 знакомых мужчин загадывать нельзя. Один из них должен быть загадкой, мистер Икс, неизвестность. Понимаете? Все, надеюсь, что вы распределились. Еще не распределили, ставьте на паузу. А я начинаю. Я беру всех этих персонажей и давайте вот в разные места колоды, да, чтобы они точно нигде не смешались. Просто засунем везде, где только можно, да. Вот, и начнем размешивать карты. И тщательно размешиваем. Вот такой расклад интересный, да, что тщательно размешиваем. И причем каждый из вас, вот кто смотрит вторую позицию, загадал на этих людей разных, да, вот. Кто-то сказал, благородный у меня мужчина в прошлом, а кто-то сказал, у меня в прошлом главный мужчина, а третья сказала, у меня в прошлом богатый мужчина, да, вот, ну, именно на карты на эти загадывали. Поэтому вот каждый по-своему, да, там новый человек обязательно должен быть загадан, которого вы еще не знаете, вы еще его не знаете. Так, перемешиваем. И начинаем выкладывать по 3. Вот сейчас я вам буду показывать. Этого мы сразу... Так, подождите. Нет. А хотя да. Вот смотрите, некоторые герои поворачиваются другой стороной, но мы их все равно оставляем. Вот, да, по правилам, мы их все равно оставляем. Но вас, если вы повернулись другой стороной, мы не оставляем. Вот смотрите, да, вот у нас другая сторона идет у этих героев. Так, у него, видите, обе стороны выпало. Обе. Так, следующее. Ничего, никого нет. Дальше, значит, этот товарищ. Следующий. Никого. Дальше нет. Так, тут обе стороны выпали. Никого. Так, это у нас вы другой стороной, да, получается? Вы у нас другой стороной. Так, тут мужчина. А вот вы правильной стороной. Вот так. Все, убираем. Убираем. И двигаем сюда то, что выпало. Двигаем. Так, давайте распределим на 2 кучки, чтобы вам было видно. Так, получается, вот смотрите, сейчас. Сейчас у вас очень много навыпадало, обычно столько не выпадает, сколько у вас навыпадало. Давайте, значит, смотреть. Так, вот так. И вот так, да? И будем анализировать по порядку. Вот смотрите, вот каждый из ваших мужчин выпал 2 сторонами. 2. Вот первый мужчина, которого я здесь увидела, да, это был вот этот мужчина. Получается, он выпал вот так. И он выпал еще вот так, видите? Смотрите, когда он поворачивается спиной, это его негативные факторы. Его негативный фактор номер 1 – это у нас с вами долгий путь и официальное учреждение. Очень негативно будет выявляться в ваших с ним отношениях то, что этот человек на расстоянии или будет на расстоянии в связи либо с работой, либо с каким-то казенным домом, учреждением. То есть это его негативная сторона, негативный фактор. Причем из его каких-то положительных факторов, да, то, что он думает как о вас, так и о другой женщине. То есть все равно получается так, что в его жизни есть какая-то дама, и эта дама занимает какое-то место, и он не может, он вроде как и к вам испытывает чувства, да, но не может не испытывать и к ней какие-то эмоции, понимаете? То есть она здесь, получается,
ну, каким-то образом между вами все равно встает. И вот смотрите, мало того, что между вами, скорее всего, в будущем будет расстояние, так еще и какая-то дама вмешивается в эти отношения, плюс его то ли работа, то ли какой-то казенный дом очень сильно мешает тому, чтобы вам быть вместе. Получается, вот этот товарищ отпадает. Хорошо, смотрим следующего товарища. Кстати, вот заметьте, вы выпали с возвышением и с встречей. То есть у вас действительно будут очень радостные отношения. Давайте анализировать дальше. Вот этот мужчина, богатый мужчина он называется, да, он у нас с вами выпал с супружеством и с домом. Естественно, получается, что этот человек наиболее хороший кандидат в будущем для вас. Кого бы здесь вы ни загадали, этот человек очень сильно с вами будет связан, и с ним у вас будут, скорее всего, долгие и счастливые отношения. Больше всего вероятности того, что с этим человеком вы можете остаться. Да? Смотрите, у него даже, если смотреть вот сюда, выпадает, видите, даже если он спиной к вам выпадает, да, справедливый судья и ожидание, что он может работать очень много, вы его будете ждать, то есть это какой-то его негативный фактор. То, что он как специалист может в будущем очень много уделять работе, а вы будете с этой работы ждать. Но это не такой негативный фактор, как все остальные факторы. Я вам сейчас вот этого мужчину тоже рассказывать буду. И смотрите, с ним у вас брак выпал, и с ним общий дом выпал, и большие перспективы. Поэтому, конечно, судя по вашему раскладу, этот товарищ, вот, которого вы здесь загадали, да, это самый лучший кандидат, и действительно он вам по судьбе в будущем. Он вам по судьбе. Хорошо, а теперь этого проанализируем. Смотрите, спиной он выпал с негативными факторами, такими как вор и ребенок. Скорее всего, этот мужчина, даже если в вашей жизни он какое-то время будет, он будет скрывать какие-то факторы о своей биографии. И для вас это будет противно, несмотря на то, что у этого человека могут быть и деньги, и, видите, счастливая любовь. То есть какое-то время вы можете быть с ним в отношениях, это правда. Какое-то время. То есть можете, ну, как сказать, быть очарованы этим человеком. Но с ним не выпало брака, с ним не выпало то, что вы можете быть долго вместе. С ним выпало именно то, что он может завлекать вас денежкой, подарочками, да, и тем, что вы с ним действительно себя чувствуете, ну, как бы на седьмом небе, да, от счастья. Однако он врун. Врун, видите, вор и ребенок – это карты, показывающие, что человек очень много скрывает о себе. Он не раскроет свои карты, во-первых, сразу, да, а во-вторых, когда вы узнаете, вам будет противно. Но вы не сможете с ним из-за этого остаться. Более того, он может быть очень безалаберным. Ответственность этот человек не проявит. Поэтому ваше будущее, и причем совершенно не за горами, вот с этим человеком, вот он у нас, да, лицом к вам, получается. И даже, видите, вы выпали с возвышением и встречей. То есть вы с этим человеком просто по судьбе вместе, да, и более того, это совершенно рядом. Вот у вас скоро будет за счет этого человека сильное улучшение в жизни. Ну, вот такая вторая позиция. Так, а мы с вами идем дальше, да? Мы идем дальше. Сейчас я отделю мужчин. Отделю всех мужчин. И у нас третья, да, дама. Третья дама. С кем вы останетесь? Значит, как бывший, да, бывший, нынешний или новый, которого вы и не знаете еще. И вот сейчас я объясню, как тут гадать. Сейчас объясню. Смотрите, значит, вы у нас вот эта дама, вы себя загадали на эту даму. И берется трое мужчин. Один из них ваш бывший, вы загадываете на любого из них вашего бывшего, абсолютно на любого. И у каждого эта позиция, естественно, будет проигрываться по-разному. На второго вы загадываете того, кого вы знаете. То есть не обязательно, что вы сейчас должны быть в отношениях с этим человеком. Но если вы в отношениях, вы загадываете нынешнего партнера. Если не в отношениях, вы загадываете знакомого человека, который бы, по сути, ну, мог бы быть и с вами в отношениях, да, который вам там симпатичен, нравится. И третий вариант, третий мужчина,
любой из них тоже, да, должен быть незнакомый совершенно вам человек, абсолютно незнакомый. Вы его никогда не видели. Это мистер Икс. Вы загадываете человека, которого вы еще не знаете. То есть кого-то конкретного загадывать не надо, а сказать, вот, допустим, там, это у меня бывший, это у меня нынешний, а этого я еще не знаю. Вот так и загадывайте. Надеюсь, что вы поняли. Если еще не распределили, ставьте на паузу, распределяйте, потом уже переходите дальше смотреть, а мы начинаем. Теперь мы берем нашу колоду и вот в совершенно разные места, да, засовываем всех этих товарищей. Там некоторые карты перевернулись, не страшно. И начинаем, значит, сильно перемешивать колоду. Причем мы берем карты вашу только туда лицом, да, а этих товарищей в любую сторону. Вот как они вперед выпадут. Но до тех пор, пока он не выпадет туда лицом, как мы его загадали. То есть где он спиной, это негативные факторы о нем. То есть какие-то его конкретные недостатки. Даже у тех, с кем вы остаетесь навсегда в будущем, есть конкретные недостатки, я вам честно говорю. То есть это нормально, у каждого человека есть недостатки, это нормально. Все, теперь мы начинаем по 3 доставать, да? Так, а вы у нас, вот эта же дама, да, вы сразу выпали, сразу же. Мы вас откладываем. Так, тут у нас никого. Никого. Тут у нас вот этот спиной, да, спиной. Товарищ. Спиной. Этот товарищ спиной. Этот сразу же тоже спиной, да? Тоже спиной. И вы спиной рядом с ним, интересно. Этот лицом теперь выпал. Этот лицом. У вас тоже все они и спиной, и лицом, заметили, да? Пошли. Если бы выпал вперед сразу просто лицом, мы бы оставили и все. Итак, наш самый, давайте первый сначала возьмем. Я сейчас его отделю. Вот он. Смотрим его перспективы с вами. То есть там, где этот мистер... он лицом, да, сначала был? Лицом же к вам, получается? Да, лицом. Там, где первый мистер был лицом к вам, он выпал с женщиной. Это его другая дама. И когда даже я ошиблась, да, все равно доставала дальше и спиной, и все равно он с дамой, видите? Поэтому ему судьба, вот тому, кого вы вот под этим вот загадали, мистером, быть с другой женщиной. Ему судьба жениться на другой. И до конца жизни быть с другой. Может быть, он даже будет в 2 разных отношениях. Потому что ему 2 даже разные дамочки выпали. Поэтому это не ваша судьба, вот этот вот, кого вы здесь загадали, да? Смотрим, значит, дальше. Анализируем. Анализируем. Вот этот выпал, значит, спиной, а потом лицом. Смотрите. Значит, тут что у нас? Тут с ним, значит, счастливая любовь и возвышение, но в негативном ключе. А в позитивном ключе крупная прибыль, перемены, переезд, да? Вот такой у нас благородный мужчина. Получается, что этот товарищ вполне может быть кандидатом для вас. Почему? Потому что у него с вами, значит, в жизни перемены, переезд возможен. Он денежный товарищ, да, в будущем. И счастливая любовь и возвышение. То есть вы с ним, по сути, можете долго строить отношения. Он для вас хороший кандидат. Но самое-то интересное, что у вас есть еще один хороший кандидат, что бывает очень редко. В предыдущих 2 позициях все было определенно совершенно четко. Выбирался один партнер картами, и все тут. Здесь же нет. Здесь вы, получается, с этим товарищем, да, хоть и друг другу спинами, но выпали с ребенком.
И смотрите, большая удача, когда он к вам лицом, и неожиданное благо. Получается, ребенок, вот он тоже кандидат для вас, да, для отношений, потому что у вас вполне может быть с ним общий ребенок вот с этим. Но, конечно, с этим стабильнее. С ним и счастливая любовь выпала, и возвышение выпало, да. Хоть и пусть в негативном ключе, когда он спиной, но все-таки это положительные карты. То есть может быть такое, что там будут поводы какие-то для ревности, для притирки, это все понимаю. Но он также и с переездом выпал, и с деньгами, понимаете? То есть, получается, этот товарищ перспективнее. В каком смысле? В том плане, что вы можете с ним, ну, создать какие-то постоянные отношения без лишних там споров, вопросов, там, допустим, разделов и так далее. Когда люди сходятся характерами, и когда у них получается. Потому что здесь четко видно, что люди, раз они выпали друг другу спиной, они могут конфликтовать. И причем у них общий ребенок вполне может быть, и будет решаться очень много денежных вопросов, да, и этот товарищ может действительно делиться с вами этими деньгами или там быть постоянно, должен постоянно вливать в вас деньги и все такое прочее в связи с ребенком, да, или в связи с какими-то общими, ну, делами, такими как ребенок, ну, общее детище, бизнес, например, общий. Но с этим-то надежней карты выпали. Однако это тоже, вот этот вот, кого вы загадали, он тоже вполне кандидат на то, чтобы остаться с вами в будущем. То есть у вас реально два кандидата. Этот кандидат мне нравится гораздо больше, чем тот. Потому что, ну, не наделал он тут детей, да, и может снабжать деньгами, там, допустим, содержать, там, да, можете даже не работать, судя по его картам. Плюс переезд, плюс счастливая любовь. То есть у него карты лучше. Смотрите, вы сами даже выпали, с домом и с встречей. То есть даже если у вас сейчас как-то не клеится личная жизнь, у вас совершенно не за горами то, что вы встретите достойного человека. Причем, заметьте, да, заметьте, вот тут вот ребенок выпал. Может, у вас с кем-то уже есть общий ребенок, и карты говорят, ну ты могла бы с ним быть, но этот лучше. А если у вас еще пока нет детей, знаете, что здесь, да, есть перспектива родить, но все-таки, мне кажется, останетесь вы с этим, потому что у него карты добрее, я бы даже сказала, лучше. Вот это все как-то на деньгах, а у этого и деньги есть, и состояние такое, что я хочу жить в доме, да, в хорошем. И то, что он вас возвышает, то, что он вам самооценку поднимает, плюс вы будете с ним именно счастливы. Поэтому я бы выбрала вот этого. Даже если вы еще и вдруг не знаете. Ну, вот такой ответ вам дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь и поддерживайте наш канал донатами, длинным просмотром, щелкайте по рекламе. Всем пока и до новых встреч.